Здравствуйте, уважаемые друзья! Сегодня хочу сделать обзорчик на модель моющего пылесоса Zelmer ZVC 762 ZK-RU. Покупался в магазине M-Video по акции. На данную модель очень мало обзоров. Я нашел в YouTube, наверное, обзоров 2. Один обзор был с какого-то магазина, но конкретно там ничего не показывали, то есть это была распаковочка, и выключил и все. И один обзор, один парень, мыл диван, по-моему, и ковер или что-то в этом роде. То есть обзоров, в общем-то, мало и ничего конкретного не рассказывается. Что это за пылесос, в чем его отличие от других пылесосов и так далее. От других я имею в виду этой же фирмы, просто у них есть модели 752, 752 SP, ZK, по-моему. Они отличаются цветом и часть функционала, может, какого-то нету, я вам сейчас объясню, но это не критично вообще. Итак, цвет у нас такой, он не желтый, он как бы желтый с оттенком зеленого, но смотрится, я вам сразу скажу, офигенно. Смотрится просто супер. У меня до этого был Zelmer 752 модель SP-RU, по-моему. Я его брал тоже в моем видео, но пришлось его, в общем, сдать и взять этот. По какой причине я его сдал, я вам сейчас расскажу. Отличие его от других пылесосов в том, что у нее нету регулятора мощности, который находится в других моделях вот здесь вот. Но скажу вам честно, этот регулятор мощности нафиг не нужен вообще. Я его снизил на эко-режим, то есть есть у него эко-режим, есть максимальный режим. На эко-режиме, я не знаю, он сосет, конечно, эта всасываемость у нее есть, но не такая. То есть на таком режиме я бы не стал пылесосить пол, потому что втягивает он плохо на таком режиме. Для чего он нужен, я не знаю. А на максимальном режиме, то есть у него есть два максимальных режима, то есть на максимальном режиме, который самый последний, производитель не рекомендует долго пылесосить, чтобы не сгорел движок. Спрашивается тогда, зачем тогда нужна эта регулировка? И в общем, я взял без регулировки, и, в общем, я даже в чем-то оказался рад. Единственное, что здесь мощность немножко меньше, то есть там была мощность на 1600 Вт, да, а здесь 1500. Но я вам сразу скажу, этого достаточно. В характеристиках никто не пишет, сколько мощность всасывания. Я нашел где-то в интернете, мощность всасывания у него 320 Вт. По-моему, 320 Вт. Это, конечно, не очень много, в принципе. Есть пылесосы, например, Samsung там, или мешковые пылесосы, у которых 440 Вт там. Но у этого пылесоса свои плюсы, и 1500 Вт, и при мощности всасывания в 320 Вт этого достаточно. По кнопочкам, то есть это значит кнопочка включения, это кнопка сворачивания электрического шнура, который выдвигается дальше, да, то есть я нажимаю кнопочку, хопа, он обратно втянулся. Это кнопочка включения водяной помпы, да. Здесь вставляется шланчик сюда. Крепление шланга, в принципе, у Zelmer везде стандартное, то есть чтобы его вытащить, нужно повернуть. То есть соединение очень качественное. То есть ни у одного пылесоса я не видел такого соединения. Сейчас мы пока, вытащим пока, потому что неудобно одной рукой это делать. Что у него внутри, То есть кнопочка открывания. То есть открывается отсек. Что мы здесь видим? Контейнер для сбора пыли.
И контейнер, чтобы набирать туда жидкость. Максимальный объем 1,7 литра. Вот. 1,7 литра. Я потом еще расскажу некоторые лайфхаки, так сказать. Это немножко попозже. Так, что у нас внутри контейнера? Внутри контейнера у нас, значит, вот здесь имеется фильтр, да? Вот здесь такие резиновые вкладочки. И кто-то по обзорам тоже говорил, то есть неплотно как-то прилегают они. Но видите, в чем дело? Да, вот если вот так вот положить, например, да, то есть они прилегают, ну вроде как они прикладываются просто и все. Но при всасывании пылесоса, то есть этот контейнер, он немножко как бы уходит, и резинки, они неким образом присасываются вот к этой стенке, и соединение, в принципе, герметичное. Я бы не назвал это минусом каким-то, не знаю. Ну, это обзор был девушки, в принципе. Вот. Тут имеется еще один фильтр. Я так понимаю, угольный фильтр, скорее всего. Вот. Еще что хотел сказать. Вот внутри у него имеется вот такая решеточка. Она состоит из двух частей. Да? Вот у него вот крепление здесь находится. Вот там вот крепление находится. И что хочу сказать. Вы когда будете брать этот пылесос в магазине, да и вообще не только этот пылесос, а пылесосы этой фирмы, они в принципе все практически одинаковые, отличаются цветом и немножко по функциональности. То есть я не заметил в магазине, что эти две детали, они лежали отдельно. И продавец мне в коробку все положил, и я внимания даже не обратил, пришел домой, стал пылесос собирать. А эта штука, оказывается, у нее крепления сломаны. То есть использовать ее вот здесь вот было невозможно. Соответственно, аквафильтр я использовать не мог. Поэтому мне пришлось нести пылесос в магазин, сдавать его, и взял я уже этот. В принципе, даже я рад. Да, и тот пылесос я брал с витрины. Вот такой совет: не берите никогда витринный вариант. Потому что у него наверняка что-то будет сломано в большинстве своем случаев. Вот. Что касается ухаживания за пылесосом, то есть я был готов, что он будет немножко, так сказать, размерчик у него, конечно, не маленький в сравнении с другими пылесосами. Но я в принципе, мужик, я его спокойно беру. Вот, но когда я пылесошу, я его за ручку вот эту, да, за ручку вот эту не беру. То есть я его просто вот так вот катаю. То есть снизу у него есть, по-моему, 4 колеса. Да, вот раз, два, и тут 2 колеса, 4 колеса. Они поворотные, все в порядке с этим. Здесь, с этой стороны, у него находится HEPA-фильтр. Вот там синенький фильтр и вот этот белый фильтр. Вот. А если они у вас засорятся, их надо будет просто водичкой вымыть. И в принципе все. Ну, отсюда, вот когда пылесос работает, отсюда дует очень сильно. То есть движок работает хорошо. Вот. С другой стороны у него находится насадочкой. То есть насадочка для мебели, это тоже для пыли мебели убирать. И щелевая насадка где-нибудь в углах, там плинтусах убирать. Вот. Что касается насадок. Так, что вам еще рассказать? Шланг, да? То есть шланг, в принципе, прочный, как я говорил. Крепление вот этого у него прочное. Сейчас у меня тут щенок, надо его убрать. С дивана спрыгнуть не может. Это метис чихуахуа и мопса. Такой игривый. Так, ладно. Вот. Тут, значит, отверстие, чтобы всасываемость была меньше.
телескопическая трубка стандартная, насадка для ковра и пола, да. Вот. Тут все хорошо выдвигается, щеточки хорошо выдвигаются, в принципе, все нормально. Ну, заострять внимание на нем не буду, стандартный шланг. Единственное, что в отличие, конечно, вот у меня был Samsung пылесос, я его сдал, потому что почему? Сдал, потому что от него воняло пластиком. Жестко воняло пластиком. Вообще рекомендуют, когда вот Samsung, если будете брать Samsung, брать производителя Южная Корея. Но Южной Кореи не найти нигде. Я все магазины осмотрел, везде производитель Вьетнам. И вероятно, что они используют дешевый пластик. Вот. И поэтому воняет. Здесь проблем таким нету. Никакой вони, все сделано качественно. Вот я вообще... То есть пылесос сделан в Польше. То есть ни в Китае, он сделан в Польше. То есть ребята сделали все хорошо, в принципе. Так, по насадочкам. И вообще, что в комплектности? В комплекте идут вот такие вот жидкости, да. Одна жидкость это для чистки, да, для чистки мебели, там, не мебели, диванов, ковров, для пола, скорее всего, вот. И пеногаситель. Вот. Желтая и зеленая крышечка. Я долго не мог разобраться, где какая жидкость. То есть здесь по-русски вот на самой бутылочке не написано вообще ничего, написано по-русски на коробке, но где что и как это использовать непонятно. Я потом, конечно, разобрался, я вбил в переводчик и также нашел там одно видео, парень рассказал, что сколько. То есть желтенькая крышечка это пеногаситель. А зелененькая крышечка моющее средство. Моющее средство я не использовал вообще, потому что по отзывам от него забиваются форсунки при моющей уборке. Поэтому я его не стал использовать, дабы сохранить функционал пылесоса. А пеногаситель я использовал уже несколько раз. В принципе, я не использовал без него. Не стал я рисковать, но вот с ним я собирал, в принципе, немного там пены было. Вот, в каких пропорциях где-то, то есть вы его заливаете прямо, сейчас, прямо вот сюда его заливаете, вот сюда вот заливаете его, где-то 4 крышечки, больше не надо. Я где-то видел видео, мужик залил целую бутылочку туда и... Не знаю, откуда он такую информацию взял. И целую бутылку этого, по-моему, вот в отсек для жидкости, да. Да, еще как пользоваться, например, шампунем для бака. То есть здесь максимальный объем литр 7, да. То есть заливаете литр 7 и производитель требует в тепленькую водичку. То есть не в холодную, в теплую. И воду желательно отфильтруйте. Отфильтруйте, чтобы не забивались ваши форсунки. Чтобы функционал сохранился. Чтобы не было у вас там такого, что полетели у вас форсунки, забились, и вы потом в магазин понесли. Это все, мне кажется, от неаккуратного использования, несоблюдения, так сказать, всех требований, что говорит производитель. Вот. Заливаете, то есть... Ну, я как заливаю, например, литр отфильтрованный, вообще я ее, в принципе, отстаиваю. То есть у меня отстоялась она, вот, она нагрелась до комнатной температуры, как бы, и все, я ее ставлю. И шампунь вот у меня там есть, я заливаю 2 крышечки шампуня сюда. Вот, в принципе, все. Вставляете обратно, и все. Вот, и после того, как вы сделали... мокрую чистку, да, то есть с использованием воды, у вас водичка кончилась, не поленитесь залить еще хотя бы вот литр водички, да, то есть отфильтрованной, тоже отфильтрованной, и прогнать ее через шланчик еще раз, чтобы у вас все остатки шампуня оттуда вышли. Вот, это сохранит, так сказать, функционал там всей вот этой системы в
целости и сохранности. То есть не забьется у вас ничего в таком случае. Вот. Про это, в принципе, все. Это, в принципе, все. Про контейнер. Что про контейнер? То есть, соответственно, я брал пылесос, я знал, что его надо будет мыть. То есть, но там некоторые продавцы вот тоже говорят: вы знаете, его надо будет мыть там. То есть вы готовы к этому? Блин, да черт возьми, да, я готов к этому, я прочитал про него все отзывы, как бы. То есть я пришел в магазин, я сравнил его размер, то есть не будет ли его очень большой. Кстати, вот, честно, вот не очень большой пылесос. То есть у меня был другой, он почему-то казался больше, но это все зависит, конечно, от цвета, скорее всего. Вот. То есть снимается вот этот фильтр, вынимается отсюда, как я говорил, угольный фильтр, все промывается, сушится. Никаких проблем с этим я не нашел. Никаких проблем. Так, все поставим обратно. Извините за такое качество съемки, может быть, кому-то покажется не очень, но снимаю на телефон, так что, потому что нет своей камеры профессиональной. Так, что еще в комплекте есть? В комплекте есть вот такая штука, это мешок для сбора пыли. Ну, я его пока не использовал, да и вообще буду использовать ли, не знаю. Ну, может, когда-нибудь попробую, если будет лень мыть этот контейнер, как бы, ну, попробую его. Ничего особенного, мешок как мешок. Вот. Насадка такая для ковров, вот она широкая, я на нее надел вот такую штуку, вот одной рукой я ее сейчас вряд ли сниму. То есть она для паркета, да, ну, можно, там вообще производитель не рекомендует, конечно, ламинат использовать, но мы моем ламинат очень часто, и ничего с ним не случилось, поэтому, думаю, как бы и ламинат тоже. Вот форсунка у него, вот, про которую я говорил. Вот. И, кстати, вот эта вот штука, вот у меня у прошлого пылесоса тоже была отломлена. Критично в этом ничего не было, но было обидно, как бы. Тоже, ну вот я вот который пылесос сдал. Так что, прежде чем брать пылесос в магазине, вы просмотрите тщательно все детали. Не стесняйтесь посмотреть все. Также осмотрите пылесос на наличие дефектов. Вот всегда, когда в магазине берете, смотрите все, чтобы потом не было проблем. Вот как у меня. То есть магазин от меня находится далеко, пришлось сесть на такси, чтобы отвезти этот пылесос, и на такси, чтобы обратно. То есть это проблемы, конечно. Потом пишешь заявление, я там пробыл 2 часа, наверное. Вот, это геморрой, наверное, такой. Вот. Насадка, затем еще, значит, насадка для мебели мягкая, да, я ей уже пользовался, все отлично. Вот такой вот шланчик у него сейчас. Вот такая у нее система, вот крепится она на шланг, вот там зажимается клипсами. Вот эта вот сама часть, она крепится вот сюда вот. Сейчас вам покажу, как это выглядит. Одной рукой неудобно, так защелкивается, хопа, все, да, это курок. В нем может быть у вас проблема, у меня есть отдельное видео, зайдите на канал и посмотрите видео. И также я оставлю ссылку в описании. То есть на него есть видео, как его отремонтировать, это очень легко. Сейчас об этом говорить не буду. Вот, в принципе, по насадкам все понятно. У него нет в комплекте насадки для уборки шерсти, то есть турбощетки у него нету. Но у меня она у меня была отдельно просто, поэтому она у меня есть, как бы, поэтому для меня это не проблема. Вот такая еще насадочка, она у меня в пакете еще лежит для сбора жидкости. И в отличие от других еще пылесосов этой серии, как бы, то есть, как я говорил, отличаются немножко функционалом и количеством насадок. Нет насадки для паркета. Ну, для меня это не минус, я пылесошу все вот этой насадкой, мне вообще похрен. Как бы. Если надо, можно купить и отдельно. Вот, по насадкам в принципе все. По насадкам, в принципе, все. Ну, что хочется сказать о пылесосе. Его работу я вам продемонстрирую немножко позже. Но пылесос, сразу скажу, сделан качественно. Сделан, конечно, качественно. Еще плюс вот этой модели, от других моделей, где больше ватт регулируется мощность, да, у него движок вот как-то работает лучше. То есть он более, у него такой звук намного приятнее, чем у других моделей. У других моделей, как ты его включаешь, и сначала какой-то гул,
и потом он только разгоняется. Это на самом деле неприятный немножко звук. Такое ощущение, что что-то с пылесосом. Не знаю, должно так быть или нет. Здесь такого нету. Движок работает очень даже хорошо и приятно. Мощности хватает, в принципе. Все, в принципе, на этом, я думаю, все. Будут какие-то вопросы задавать. Если нужно будет снять какое-то видео, да, у меня будет отдельное видео по работе этого пылесоса. Сейчас не буду снимать. Вот, время будет, и я обязательно сниму. Вот. Также, еще забыл сказать, производитель дает 4 года гарантии. В магазинах вам будут втюхивать, значит, сертификат гарантии на 2-3 года. Ну, мой вам совет: не берите. Это все такое, вот знаете, завлекаловка такая, чтобы с вас взять денег. Я им говорю, вот так производитель же дает 4 года гарантии. Он мне начал говорить какую-то хрень вот полную. То есть, если у вас поломается там, да, это не распространяется гарантия на насадки. На насадки вы можете их сами поломать, как бы. Естественно, производитель вам их заменять не будет. Но производитель дает 4 года гарантии на поломку самого пылесоса, то, что внутри у него, на движок, там, вот на такие вещи, на водяную помпу, если у вас там что-то поломается. На такие вещи, как бы, производитель дает гарантию, и можно отнести в сервисный центр, если у вас кончилась гарантия в магазине, отвезти в специализированный сервисный центр. Вот я сейчас возьму, покажу вам книжечку, вот, гарантийный талон. В нем есть адреса сервисных центров. Гляньте там, и проблем у вас не будет. Ну и, собственно, инструкция вот в комплекте. Ну, в принципе, на этом все. Спасибо за внимание, кто посмотрел данное видео. Надеюсь, я вам помог, потому что обзоров по этому пылесосу очень мало, если кто-то решил его покупать. Все, всем спасибо, подписывайтесь на канал, ставьте лайк, будут вопросы, задавайте внизу. Все, всем спасибо, пока.